Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня готовим сразу две невероятно вкусные сезонные овощные закуски: сочные маринованные помидоры с чесноком и зеленью и нежные баклажаны с разноцветным сладким перцем. Они получаются яркими, сочными и такими вкусными, что могут храниться в холодильнике довольно долго, но со стола исчезают гораздо быстрее. Давайте готовить! Для начала приготовим маринованные помидоры. Рецепт рассчитан на 1 килограмм. Для этого рецепта лучше брать небольшие мясистые помидоры. Отлично подойдет сорт сливка. На каждом помидоре делаем крестообразный надрез, не дорезая до конца. Далее готовим начинку для помидоров. 5 крупных зубчиков чеснока мелко нарезаем. Подготавливаем зелень. Пучок укропа и пучок петрушки также нарезаем. Соединяем зелень с чесноком и добавляем острый перец по вкусу. У меня перец не очень острый, поэтому я взяла половинку, но вы здесь ориентируйтесь на свой вкус. Все хорошо перемешиваем. Далее будем начинять помидоры. Делается это очень просто, повторяйте за мной, как показано на видео. В каждый помидор закладываем начинку из зелени, чеснока и острого перца. Наша ароматная зеленая начинка в помидорах выглядит очень аппетитно. Все помидоры начинены. Теперь выкладываем их в подходящую емкость и приступаем к приготовлению маринада. Для маринада в сотейник вливаем воду и добавляем сахар, соль, растительное масло, сладкую паприку, черный молотый перец, итальянские травы, зернистую горчицу и мед. Ставим на огонь, хорошо перемешиваем и доводим до кипения, чтобы все ингредиенты соединились. В конце добавляем измельченный чеснок и уксус. Перемешиваем и оставляем маринад полностью остыть. И только после этого заливаем им подготовленные помидоры. Вот такие красивые, блестящие, невероятно аппетитные помидоры получаются в этом маринаде. Накрываем их крышкой и убираем в холодильник на несколько часов. Я оставила помидоры на ночь. А вот такой результат получился утром. Помидоры отлично промариновались, самое время пробовать. Получились невероятно вкусные ароматные помидоры, которые исчезли со стола в тот же день. Очень рекомендую приготовить. Далее приступаем ко второму рецепту. Готовим баклажаны с перцем. У меня 1,5 килограмма баклажанов. Они получаются не менее вкусными. Баклажаны отвариваем в заранее подсоленной воде примерно от 6 до 7 минут. В процессе они изменят цвет. А чтобы они проварились равномерно, я несколько раз переворачиваю их. Затем выкладываем баклажаны на поднос, накрываем доской, ставим небольшой груз и оставляем до полного остывания примерно на час-полтора.
Тем временем подготавливаем сладкий перец. У меня 3 цвета – желтый, зеленый и красный, чтобы блюдо получилось максимально ярким и аппетитным. Промываем перец, очищаем его от семян и нарезаем соломкой. Получается очень красивая и яркая смесь из 3 цветов. Перемешиваем весь нарезанный перец. Также подготавливаем зелень. Нарезаем пучок укропа и пучок петрушки. Чеснока здесь нужно взять побольше. Я взяла 10 зубчиков. Также нам понадобится половинка острого перца, но это по вкусу. Чеснок и острый перец мелко нарезаем, соединяем и приступаем к приготовлению маринада. В сотейник вливаем воду, добавляем соль, сахар, растительное масло, черный молотый перец, сладкую паприку и зернистую горчицу. Ставим на огонь и, помешивая, доводим до кипения. В конце вливаем уксус, хорошо перемешиваем и оставляем маринад остыть. Далее подготавливаем баклажаны. Они уже остыли. Нарезаем их продолговатыми кусочками, как показано на видео. Но если вам больше нравится другая форма, можно нарезать баклажаны кружочками или любым другим способом. Здесь все по вашему вкусу. В подготовленную емкость выкладываем все слоями. Первый слой – баклажаны, затем сладкий перец, смесь чеснока с острым перцем и зелень. Поливаем маринадом. Повторяем еще 2 раза. Баклажаны, перец, чеснок с острым перцем и зелень. Каждый слой поливаем маринадом. У меня получилось ровно 3 слоя каждого ингредиента, и вся емкость заполнилась. С каждым слоем блюдо становится все ярче, ароматнее и аппетитнее. В завершение заливаем все оставшимся маринадом. Вот такая красота у нас получилась. Накрываем емкость крышкой, ставим небольшой груз и убираем в холодильник, минимум на 1 ночь. А на утро я достала их из холодильника и приступила к дегустации. Они отлично промариновались. Получается невероятно вкусная, ароматная закуска или салат из сезонных овощей. А какой здесь стоит аромат! Жаль, что его невозможно передать через камеру. Обязательно попробуйте приготовить и поделитесь своими впечатлениями в комментариях. С нетерпением буду ждать ваших отзывов. Всем пока!